Всем привет, друзья! Сегодня у меня на обзоре вот такая зрелищная, фантастическая модель от MiniArt. Это модель из относительно свежей серии What If. То есть в этой серии MiniArt показывает образцы техники, которые могли бы существовать в эпоху Второй мировой войны. И в данном случае это немецкий реактивный летательный аппарат Focke-Wulf Triebflüger «Ночной охотник». Вот такая вот огромная махина с 3 крыльями и 3 реактивными двигателями. Причем по задумке конструкторов эти крылья вращаются вокруг корпуса. Одним словом, такая модель точно привлечет внимание на полке. Сам образец, кстати, не полностью выдуманный. В Германии действительно проектировалось что-то подобное, и даже был некий макет для испытания в аэродинамической трубе. Но до постройки полноценной машины дело не дошло. У MiniArt же это одна из 4 моделей такого летательного аппарата. Как я уже и сказал, у меня здесь в руках модификация «Ночной охотник». Главным образом она отличается вот такими вот антеннами на носовой части. Вооружен этот истребитель пулеметами. Другие варианты, естественно, отличаются иными схемами окраски, ну а также вооружением. Например, один из истребителей имеет ракетный комплекс в носовой части, а пулеметы на этой модели отсутствуют. Также один из наборов комплектуется лестницей для пилотов. И эту лестницу также можно приобрести отдельно в качестве аксессуара. Ну, давайте уже все-таки перейдем к обзору набора и для начала рассмотрим подробнее коробочку. Зрелищный бокс-арт исполнил Владимир Бут. Здесь изображены 2 истребителя, которые совершают налет, видимо, на группу бомбардировщиков. Далее. На одном из торцов варианта окраски модели, но о них мы подробнее поговорим при разборе инструкции. Внутри нас встречает пакет с литниками, инструкция, декаль, пакет с фототравлением. Сейчас я все это распакую и продолжим обзор. Обзор наш, как всегда, стартует с инструкции. Здесь традиционно для MiniArt изображение боковинки модели в одном из вариантов расцветки, далее схематическое изображение и перечень особенностей набора. Здесь уже можно отметить, что пушки можно собрать в открытом или закрытом положении. Ну а также саму машину можно собрать либо в полете, либо на земле. На следующей странице схема расположения деталей на литниках, также необходимые цвета, декали и платка фототравления. Инструкция прекрасно пропечатана, замечательно просматриваются все элементы, номера, все четко и понятно. Цвета традиционно даются для целого ряда производителей, так что можно выбрать те краски, которыми вы привыкли пользоваться. Сборка начинается с кокпита, здесь же собираются пулеметы, и сразу можно заметить, насколько здорово все проработано, насколько много мелких деталей и всевозможных нюансов учтено. И не забываем, что эта модель все-таки фантастическая, многое было придумано. MiniArt даже на выдуманных моделях прорабатывает все в мельчайших подробностях. Пулеметы устанавливаются в свои ниши. Далее собирается передняя часть корпуса. На следующей странице продолжается сборка, и кабина уже накрывается фонарем. Ниже собираются реактивные двигатели, шасси. Продолжается сборка механизмов шасси. Далее хвостовая часть. И одним из последних этапов нам предлагается выбрать, в каком режиме мы соберем модель. Либо на земле, либо в воздухе. От этого зависит положение посадочных механизмов. На каждой странице здесь размещено не так много рисунков, изображения крупные. И, как я уже и говорил, все четко просматривается. Далее нам предлагают еще один вариант сборки. Это возможность сделать открытый либо закрытый пулемет.
Если мы делаем закрытый вариант, то сам пулемет можно не собирать. То есть, видите, он плотно закрывается крышкой и остается торчать только один ствол. Ну а в открытом варианте всю нишу необходимо будет проработать. Завершающие этапы. Все подсборки собираются воедино, устанавливаются крылья, и на этом сборка модели закончена. Элементы корпуса, кстати, собираются без клея, так что крылья смогут вращаться. Есть еще один этап. Финальным аккордом устанавливаются антенны на носовую часть. И теперь переходим к вариантам окраски. Здесь у нас всего 4 варианта, и, конечно же, все они выдуманные. Но на всякий случай MiniArt на таком вот ярком ярлыке сообщает, что все варианты окраски выдуманы и не являются настоящими. Ну, мало ли, вдруг кто-то будет искать подобное в исторических документах. Итак, здесь у нас Германия 45-46 год, Германия 46, далее экспериментальный камуфляж, Вторая битва за Берлин 46 год и снова Германия 46. Одним словом, по здешней мифологии война продолжалась и после 45 года. Если вы решите приобрести себе такую модель Фоке-Вульфа, то обязательно рассмотрите варианты окрасок, которые MiniArt предлагает на других модификациях. Среди них встречаются также очень интересные экземпляры. Например, арктический корпус, африканский корпус и даже советский трофей. Так что здесь есть из чего выбрать модель для любого вашего фантастического сюжета. Бросается в глаза еще оформление страницы со схемами окраски. Под стать ночному охотнику MiniArt расположил эти варианты на фоне такого темного ночного неба. Смотрится, конечно, очень стильно. Ну а мы переходим к пластику. Итак, литник А, половина хвостовой части и некоторая мелочевка. Посмотрите, как шикарно здесь пролита расшивка. Просматриваются клепочки, просматриваются швы. Очень здорово исполнена поверхность модели. И посмотрите, как здорово пролиты закрылки. Здесь даже есть такое вот сквозное отверстие. Издалека кажется, будто бы это отдельная деталь. Но нет, это такое литье. Глядя на эту модель, сомнений не возникает, что самолеты, которые, надеюсь, скоро выйдут у MiniArt, будут также просто потрясающего качества. А еще на этом литнике хочу отметить приборную панель. Также прекрасно исполненный рельеф и замечательно просматривается имитация приборов. Далее, вторая аналогичная половинка хвоста и некоторые другие мелочи. Ну и, конечно же, не могу не заметить, какой же огромной получится эта модель. И обязательно досмотрите это видео до конца, я отделю детали корпуса и сделаю небольшую примерку. Далее, следующий литник. Здесь у нас детали носовой части, перемычка между носом и хвостом, в которую устанавливаются крылья. На носовой части также прекрасно выделена расшивка, отверстия под ниши пулеметов. Ну и также никаких дефектов я здесь не наблюдаю. Ну и вот еще из мелочевки замечательно пролитый рычаг. Продолжаем рассматривать детали носовой части. Это у нас уже интерьер. Посмотрим поближе, как MiniArt оформляет кокпит. Вот здесь также пролита имитация приборов. Судя по инструкции, она будет дополнена фототравлением и декалями. Далее здесь крышки пулеметных ниш, а также сами ниши. Внутри просматривается клепка, швы. Все на очень высоком уровне исполнено. Одна пара крышек имеет отверстие под ствол пулемета, ну а вторая наглухо закрывает оружие. И ствол уже торчит из носовой части. Вот посмотрите, здесь даже обратная сторона крышек имеет рельеф.
То есть, если вы будете делать оружие открытым, то такие крышки можно расположить на диораме, и эта обратная сторона не испортит вам вид. Очень здорово, что MiniArt предусматривает такую детализацию. Следующий литник – огромные крылья нашей модели. Крылья отлиты вместе с реактивными двигателями. А на поверхности крыла также большое количество расшивки, клепка. Прекрасное исполнение. И здесь также даны элементы турбины. Кстати говоря, MiniArt еще оставил небольшую пасхалку, связанную с этими крыльями. Дело в том, что в конструкции этой модели изначально предусмотрен механизм синхронного вращения крыльев. То есть с помощью системы шестеренок, вращая одно крыло, можно проворачивать на определенный угол и два других. Но в процессе проектирования инструкции посчитали, что такой механизм будет слишком усложнять модель. И в инструкции от него отказались. Но детали-то остались. Так что можно подключить свою смекалку и использовать вот эти вот шестеренки и некоторые другие элементы для того, чтобы собрать гораздо более подвижную модель этого истребителя. Ну а по инструкции остается возможность только вращать крылья вокруг корпуса. Следующий литник с оружием. Посмотрим, как выполнены пулеметы. Прекрасно все пролито. Все так же без каких-либо дефектов. Замечательно исполненные детали. Стволы у пулеметов рассверлены. Следующий литник с деталями хвостового оперения и также с элементами шасси. Здесь некоторые детали используются для положения на земле, а другие для положения в воздухе. Из шасси здесь большое центральное колесо и 4 маленьких. Прячутся маленькие колеса вот в таких вот лепестках на хвостовом оперении, ну а центральное под большим таким кожухом. Поверхности всех деталей безупречно пролиты. На хвостовом оперении также просматриваются заклепки и расшивка. И, наконец, последний литник – это деталь носового колпака и антенны. Антенны здесь просто потрясающе тонкие элементы. Очень ажурные, очень здорово украсят вашу модель. Последнее, что нам осталось посмотреть, это прозрачные детали, фототравление и декаль. Декаль у MiniArt прекрасно отпечатана. Толщина подложки минимальная. Смещения цвета рисунка не вижу. Эмблемы также прекрасно пропечатаны и замечательно просматриваются. Ну а вот здесь приборная панель. Также отлично исполнена. Фототравление здесь представлено такой вот небольшой платой. Здесь в основном ремни, некоторые рычаги и по большому счету это все. Детали здесь прекрасно выглядят и здорово дополнят и украсят модель. И последний литник – это прозрачные детали. Здесь также полный порядок, прозрачные элементы практически не искажают и имеют прекрасную прозрачность. А вот этот круглый колпак относится к другой модели, к варианту с ракетным вооружением. Ну и напоследок, как я обещал, показываю пропорции модели. Вот по сравнению с человеком вы можете оценить, насколько огромный этот истребитель. Как видите, он будет гораздо выше наземной техники, и вокруг него можно построить очень интересную диораму с автомобилями, бронетехникой и даже какими-то постройками. И этот Фокке-Вульф будет зрелищно над ними возвышаться. Модель действительно получилась впечатляющей. Очень интересно будет ее собрать и поставить на полку. И напоследок хочу отметить, что несмотря на такие огромные размеры модели, сборка мне представляется достаточно простой. Так что это одна из тех моделей MiniArt, которую можно рекомендовать даже новичкам. Я думаю, больших сложностей здесь не возникнет.
Детали достаточно крупные, дефекты литья полностью отсутствуют, но стыкуемость, я уверен, просто идеальная. Вот такую замечательную модель фантастического реактивного истребителя предлагает компания MiniArt. И я напоминаю, что это одна из 4 моделей в ассортименте. Так что вы можете выбрать для себя подходящую модификацию. Мне же эта модель очень понравилась. Я вообще люблю такие необычные образцы, которые бы выделялись на полке и привлекали к себе внимание. И я думаю, более чем этот Focke-Wulf мало что сможет так выделиться. Так что обязательно соберем эту вундервафлю. Наш обзор на этом подходит к концу. Не забудьте поставить лайк, если ролик был вам интересен, и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Я же благодарю вас за внимание, всем пока и до встречи в следующих роликах.